Всем большой привет! Здравствуйте, девочки! Взяла паузу, не было меня некоторое время. Сегодня хочу вам показать и рассказать несколько вариантов дизайнов, которые будут востребованы у вас и у ваших клиентов не только в зимний период. Просто меняем цвета, цветовую гамму и получаем много разных вариантов. Надеюсь, видео будет полезным и интересным. Давайте начинать. Итак, начну с первого дизайна, и для него сначала я сделаю фон. В один слой перекрываю типсу молочным гель-лаком. И просушу в лампе. Дальше взяла светло-сиреневый оттенок. Наношу его небольшое количество и кистью для градиента буду его плавно растягивать к центру, чтобы в итоге у меня цвет сходил на нет. Не стараюсь дотянуть полностью до середины. Слегка тонирую зону у кутикулы. То же самое повторяю с другой стороны. Нам нужно, чтобы у нас середина была именно молочного оттенка. У моего гель-лака очень тонкая дисперсия, ее не хватает, поэтому я прохожусь максимально тонким слоем, топом, либо базой, чтобы создать липкость. И сейчас буду крепить на эти места хлопья юки. Взяла вот такие полупрозрачные голографические, которые мне не будут перекрывать в итоге цвет, да, его оставят. И будут придавать еще сияние по краям. Располагаю блестки в тех местах, где я прокладывала сиреневый оттенок, не заходя при этом на середину, чтобы дизайн у нас в итоге потом выделялся. Подфиксирую дизайн и перекрою все матовым топом. И дальше я беру тонкую кисть и черный гель-лак. И небольшое количество черного гель-лака я наношу на кисточку. Рисовать, наверное, вы уже догадались, мы будем с вами сегодня дракона. Переводить это, конечно, хорошо, но почему бы нам его не нарисовать? Сейчас я вам покажу, как несложно рисуется дракон. Сначала нам надо выбрать направление, то есть как он будет идти, прямо или с наклоном в одну сторону или в другую, это совершенно не важно. Принцип построения схемы везде будет одинаковый. Для начала мне нужно наметить длину головы и туловища дракона. Я буду располагать по диагонали свой рисунок. Поэтому намечаю сразу себе вот таким вот образом. Просто провожу линию. С учетом головы и туловища у нас получается длина туловища и головы. Дальше я себе отмечаю, где у меня будет голова. Чисто схематично. Все, палочки, крестики, да, рисуем. Палочки и крестики. Ничего сложного в этом нет. И где у меня будет располагаться туловище. Все, дальше пойдет хвост. Из туловища у нас, соответственно, выходят, да, крылья. Поэтому сразу могу их наметить. Крылья у меня у дракона будут кверху. Они имеют полукруглую форму.
так как он их расправляет. И выходят они у нас, девочки, из плеч. Самое главное, что они выходят не из головы. Дальше намечу форму крыльев. Крылья могут быть широкими, могут быть не очень широкими. То есть крылья могут быть такими, насколько у вас вообще хватает места на ногте. Так и располагаем. Ничего страшного, если полностью крылья не влезают. Ничего здесь критичного нет. И сразу отмечаю себе ребра. У дракона есть такие ребра, которые разделяют вот эти вот его крылья. Если посмотреть сбоку, они получаются похожими как на разрезики частей у зонтика, а верхушечку я оставляю острую. Следующее крыло у меня будет самое короткое, выходить оно будет уже из туловища. Отмечаю себе небольшое расстояние сразу и вывожу крыло. Оно будет короткое. И присоединяю так же, как зонтик, к крылу. И также делаю разрез. Просто намечаю. То же самое делаю в другую сторону. Ничего страшного, если это будет не совсем симметрично. У нас идет рисунок под наклоном, сильно это как-то бросаться в глаза не будет. Линии намечаю тонкие, это у меня как бы эскиз, да. Опять отмечаю часть как зонтик. И вывожу. Ну и оставшееся крыло у нас уходит куда-то там наверх, его не видно. Разделю только вот эту часть. И также скреплю с нижней стороны. Дальше также намечу голову. У дракона голова похожа на треугольник. Я рисую такую вытянутую голову небольшого размера, как стрелочку, да, рисуем. Дальше соединяю и из этой стрелочки вывожу ушки. Он у нас летит куда-то туда. Дальше от головы обозначу небольшое тело. Сильно обозначать я не буду, чисто схематически. Не делаем очень жирненько, чтобы дракончик не был толстеньким, пухленьким, да. И уже вот здесь на заужение иду. Из заужения у нас будет хвост. Хвост можете располагать как вам нравится. Обычно он у него извивается. Я сейчас выведу слегка изогнутый хвост. И на конце также обозначу треугольничек. Теперь я все просушу, а дальше мне понадобится гелевая краска. У меня есть вот такая гель-проволока, она очень хорошо на себя втирает втирку. Я показывала разные способы, но этим материалом, как я работаю, у меня видео не было. Решила вам сегодня показать. Я наметила, так сказать, скелет дракона. Просушила вот эту схему, и сейчас я буду ее заполнять вот этим вот виргелем. Набираю небольшое количество на кисточку. Главное, чтобы было немного, чтобы не было навальчиков.
И прохожусь по всем вот этим контурам, и теперь я заполняю. То есть таким образом, таким способом вы себе облегчаете задачу в рисовании, да. Сначала накидали схему тонкой кисточкой, дальше мы это все заполняем. Крылья теперь заполняю также полностью. Какие-то фрагменты можно фиксировать по 5-10 секунд. Лучше по 5 секунд, чтобы просто не смазать ваш рисунок. И заполняю таким образом абсолютно все фрагменты. В этом моменте, кстати, вы можете сразу что-то где-то подправлять. То, что вам не понравилось, подправить какой-то контур. На клиенте то же самое. Просто рисуйте себе скелетик, длину. Главное с длиной разобраться у дракончика. И дальше проблем никаких не возникнет. Рисуется рисунок этот очень быстро. В отличие от того, что пользоваться слайдером и стемпингом, да, вы сможете нарисовать совершенно в любом направлении и тот вариант, который вам нравится. Здесь можно экспериментировать. Получаются очень красивые, интересные драконы. И таким образом я сейчас заполню второе крыло и просушу 10 секунд. Я просушила 10 секунд дизайн свой. Дальше этим же гелем, все тем же гелем работаю. Я добавлю вот эти вот ребра, да, как вот у зонтика, которые мы проходили. Этого можно уже не делать. Это просто создаст дополнительный рельеф. В принципе, по тем линиям, которые мы прокладывали, их видно. Не составит никакого труда пройтись по ним еще раз. Получается такой скелетик, видите, прям видно его. И также сделаю со второй стороны. Дальше я беру палетку Chrome Chameleon. Я вам ее уже показывала в своих других обзорах, когда показывала свои материалы, которыми я работаю. И выберу втирку Chrome Chameleon номер 01. Значит, я просушила еще 10 секунд и ничего не стирала, ничем не перекрывала. Сейчас буду втирать втирку. И аккуратно, без давления, втираю втирку. Втирка втирается замечательным образом. Стараюсь проходить все вот эти детальки. И теперь мягко-мягко уже дотираю до зеркала все, что мне здесь осталось. Можно оставить дракончика черным или втереть любую втирку. Именно на этот гель фольга не отпечатывается. Можно, кстати, нарисовать и отпечатать фольгу на материалы, на которые отпечатывается фольга. У меня есть краска вот такая черная, на нее именно фольга хорошо отпечатывается. Сегодня мне захотелось втирки, поэтому я использую другой гель. Ну вот, я все дотерла. Все отлично везде втирается. У нас очень красивый зимний фон получается. И вот такой вот хамелеонистый дракончик. Дальше вы можете перекрыть полностью все глянцевым топом, либо оставить глянцевым только дракона. Я оставлю глянцевым только дракона, чтобы фон уходил на второй план.
Сейчас его перекрою и покажу вам, что у меня получилось. И вот такой дракончик на интересном подфоне у меня получился. Дракончик переливается. Втирка хамелеонистая, телефон хамелеона этого девочки не передает. Но вживую смотрится это очень-очень красиво. Для следующего дизайна мне понадобится фон. Я возьму все тот же цвет. У меня вот нежная орхидея номер 9. И перекрою полностью типс. Дальше просушу цвет в лампе. Сверху протонирую полупрозрачным сиреневым с частичками светоотражающих блесток. Этого можно, конечно же, не делать. Вообще фон выбирайте любой. После просушки я обязательно сняла липкость с типса. Больше ничем я его не покрываю. На палитру поставила каплю базы и черный гель-лак. И смешаю базу с черным гель-лаком, чтобы у меня появился такой полупрозрачный черный оттенок. А теперь мне понадобится также тонкая кисточка. И этой кисточкой, девочки, будем рисовать, потому что чаще всего слайдеры, наклейки. Давайте порисуем. И, значит, набираю я эту полупрозрачку и делаю такой полукруг. Просто намечаю и делаю полукруг. Ничего сложного здесь совершенно нет. Если у вас что-то не получается, вы же всегда можете подправить, да, пока гель-лак не просох, можно все подправить. Дальше намечаю животик дракону. Здесь у меня будет голова выходить, шея. Здесь у меня идет животик. И дальше будет хвост. Дальше к животику я уже рисую, присоединяю крыло. К верхней части у него здесь будет плечико идти. Поставлю небольшую галочку. И крыло, первая часть крыла, она у нас находится над головой. Завожу ее сюда. Рисую вторую часть. И дальше раскладываю вот этот вот треугольник, да, на зонтик. Рисую прям крыло. У нас будет показано одно крыло, и оно будет раскрытым. И дальше соединяю все вот эти вот отрезки. И присоединяю опять к крылу. Вот так. И, конечно же, зафиксирую. Теперь также я намечу голову. У нас здесь будет носик и, собственно, сама голова. И сразу кисточку хвостику. Также не просушивая, полупрозрачным я заполняю теперь полностью крыло. Теперь фиксирую дизайн. А теперь для красоты я буду использовать гель-лак со светоотражающим эффектом и заполню вот эти полупрозрачные части
этим гель-лаком, чтобы у нас появился блеск. Также пройдусь по частям тела. И немножечко в голове добавлю. Чтобы у нас не было тут скучно, добавлю типа что-то снега, какие-то точки. Чтобы не было пусто, чтобы у нас был не одинокий, а где-то он там у нас летит в полете вокруг звезд. Просушу дизайн. После просушки я перекрою полностью дизайн глянцевым топом. Кстати, блестки и фон также вы можете использовать абсолютно любые. Что мы сейчас с вами сделали, да? Мы накидали подмалевок и добавили просто блесток. Нам остается только верхняя прорисовка, и дизайн будет готов. Теперь для прорисовки мне понадобится черная гелевая краска. Я рисую вот такой. Если ваша краска для прорисовки густовата, вы можете добавлять в нее гель-лак. И начну я с головы. Линии стараюсь уже проводить тоненькие. Рисуем голову. Дальше я буду дублировать крылья. По вот этим линиям их очень хорошо видно, чтобы у меня шла четкая линия. Чем, девочки, классно, что вы умеете рисовать. Здесь, в принципе-то, если видите, да, кроме тонких линий, особо-то ничего, никаких умений и не требуется. Схема очень простая. Тем, что если у вас нет какого-то слайдера, допустим, какой-то наклейки, какой-то специальной пластины для стемпинга, вы взяли и нарисовали, как бы. Здесь никаких материалов супер-пупер нет. Обычная гелевая краска, которая есть у всех. Берете и совершенно спокойно рисуете все, что вам только захочется. Можно посмотреть какие-то контурные, да, изображения или векторные изображения в интернете драконов. Там также будет все просто. Смотрите схему и переносите ее просто на типсу. И вот таким образом я его полностью обрисовываю. А затем я хорошо просушила дизайн. Гелевая краска у меня без липкого слоя. Просушила я ее 2 минуты, чтобы она точно носилась, не скалывалась, да, ничего с ней не случилось. Двойное время просушки. В принципе-то можно уже и закончить на этом. Уже красиво получилось. Но я решила еще разбавить немного белой гель-краской и просто добавлю каких-нибудь снежинок. Просто каких-то точечек где-то. Это разбавит наш фон. Снежинок где-то нарисую. Такие схематичные, легенькие. Давайте мы ему снега еще на хвост положим, на крыло.
чтобы он у нас был такой зимний вариант. Много я добавлять не буду. Снежинки, кстати, вот эти просто точечки можно делать неровные. Как будто они у нас там падают. Кстати, здесь уже опять же возникают варианты. Их можно пересыпать акриловой пудрой, да. Можно просто просушить и оставить так. Берите белую гель-краску без липкого слоя. Все, осталось мне досушить снег. И у меня все готово. Вот такой красивый дракончик у нас с вами получается. Попробуйте, нарисуйте. Это совершенно недолго. И это очень-очень быстро смотрится красиво. Для следующего дизайна мне понадобится какой-нибудь нюдовый оттенок. Я протонирую полностью и просушу. После просушки я обязательно убираю липкость и буду пуфить. Не рисовать френч, да, а делать вот такой вот аэропуфингом, белой гель-краской. Пуфить себе вот эту зону примерно на полтипсы. Может быть, уйду куда-нибудь сюда. Здесь у вас уже полет фантазии. Я покажу вариант. А дальше можно абсолютно по-разному его обыгрывать. Теперь, не просушивая, я беру салфетку в клинсере и просто убираю ровно ту зону, где я пуфила, да, так как мне это нужно для дизайна. И также убираю с другой стороны. Таким образом вы можете получать абсолютно разные линии и убирать по вашему желанию. Все убирается быстро, получается ровно, без всяких проблем. Теперь я зафиксирую и покрою типс матовым топом. Все готово, осталось доработать дизайн. То есть можно интерпретировать, да, можно импровизировать, точнее, и линию френча создать, и линию лунулы, и какую-нибудь любую другую полоску. Главное, что убирается-то все быстро, смотрится уже интересно, да. И беру я гель-проволоку и тонкую кисть, и сейчас я буду прорисовывать сверху, обрисовывать вот этот вот подмалевок. Обрисовывать вы можете как вам угодно, как вам больше нравится. Я буду делать тонкие линии. Ну как тонкие? Относительно тонкие. Моя прорисовать так, чтобы впоследствии в них втерлась втирка, да. Можно рисовать какие-нибудь вензельные элементы, да. Можно рисовать геометрические линии. Я сейчас буду обрисовывать по типу кружавчиков что-то такое. Полная импровизация сейчас у меня. Вот просто как кисточка ляжет, так я и рисую. Смотреться будет это интересно, красиво в любом случае, чем бы вы ни заполнили. И какие-то соединительные элементы я сюда тоже добавлю. Рисую по толщине линии абсолютно разные. Какая-то линия тоненькая, какая-то линия потолще. За счет этого дизайн будет смотреться интереснее. Моя задача сейчас заполнить вот этот вот участок какими-нибудь интересными линиями, да. И буду дальше это все великолепие я затирать втирочкой. Здесь вообще ваш полет фантазии. Здесь можно рисовать все что угодно.
Можно дополнить, кстати, стразами, да, как вариант еще. Чем больше у вас будет разнообразных линий в разные стороны, тем дизайн будет смотреться интереснее. Я здесь вот такие завитки сделаю, но можно, кстати, сюда и стразики посадить. Сейчас этого мне будет достаточно. Я сейчас просушу дизайн и буду втирать в тирку. В тирку я выбрала серебро. У меня вот такая. Просушила дизайн 15 секунд. И попробую втереть. Втирается втирка отлично. И решила перекрыть весь дизайн глянцевым топом. Можно пройтись по рисунку только глянцем, остальное, да, на матовом фоне оставить. Можно пройтись матовым топом полностью и сделать матовым. Я решила, что у меня будет рисунок глянцевый. Просушу, и дизайн будет готов. Интересная фактура, девочки. Играться можно по-разному. Смотрится очень нежно, очень красиво. Будет очень здорово, если добавить туда еще стразы. И по-новогоднему, и мне кажется, на все случаи жизни он подойдет. Такой универсальный вариант в дизайне. Конечно же, втирка на гель-проволоку втирается супер замечательно. В следующем дизайне буду использовать бежевые молочные оттенки. Можно брать любые, я беру вот такие. Еще добавлю коричневый и белый гель-лак. Типс я забафила, и теперь поочередно буду расставлять разные пятна. Сначала я ставлю просто пятна, как получится. Кистью колонок работаю. Именно в пятнах и в растушевках люблю работать натуральными кистями, потому что они очень хорошо распределяют материал. Дальше, после коричневого, я буду вмешивать молочный. Сейчас будет у нас дизайн текстура. В принципе, дизайн, который актуален в любое время года. Цвета можно менять. И пока я прокладываю эти пятна, они между собой начинают перемешиваться. Я типс ничем не покрывала, то есть нет никакой ни жидкой базы, ничего. Просто расставляю пятна. Единственное, что желательно, чтобы ваши гель-лаки были немножко жидкими. Если же все-таки они у вас густоваты, можете немного добавить в сам гель-лак жидкую базу, чтобы он начал хорошо смешиваться. Прокладываю все эти цвета и сушу в лампе. Полную просушку. Для того, чтобы был эффект глубины данного дизайна, я перекрываю после просушки этот слой первый топом. Топом можно перекрывать любым, лучше глянцевым, а не матовым. И желательно с липким слоем. Просушу еще раз. После просушки на втором слое я продублирую местами уже также эти пятна. В светлых местах поставлю более плотные акценты. Как раз таки это нам даст глубину вот этому вот эффекту текстуры. Дублирую я не везде, в некоторых местах, чтобы углубить, так сказать, свет и тень. Здесь я уже подтушую кистью немного.
потому что покрытие не сплошное, растекаться само по себе и смешиваться оно не будет. Переворачиваю типс, чтобы вам было удобнее смотреть. Я могу работать и без переворота типса, совершенно вот спокойно. И теперь еще раз просушу. Для большего эффекта в какие-то места можно добавить полупрозрачные мелкие блестки, либо втереть в тирку, либо отпечатать фольгу. У меня вот такая есть бензиновая. И я слегка-слегка отпечатаю кое-где, чтобы рисунок слегка, просто немного у нас переливался. Видите, он там легко мерцает и придает изящности дизайну. Подсушила немножко я фольгу, чтобы она хорошо прикрепилась. И дальше понадобится тонкая кисточка. У меня вот такая, уже пожившая, но она еще замечательно работает, без имени. Длина ворса 9 мм, синтетика. И белая гелевая краска. И прокладываю тонкие линии дрожащей рукой. Только, девочки, мы не обводим рисунок, это очень важно, а создаем такие неровные, ломаные, хаотичные, тонкие линии, которые идут совершенно в разные стороны, практически не имеют какого-то своего направления, да, вот. Таким образом они подчеркивают вот эту вот текстуру. Линии должны быть тонкие, обязательно, девочки, ломаем трясущимися прямо руками. Вот, видите? Я прокладываю линии. Дальше я просушиваю, перекрываю топом и еще раз просушу. Почему два раза я перекрываю этот дизайн топом? Для того, чтобы каждый слой, на каждом слое появлялся эффект глубины дизайна, потому что в текстуре он имеет большое значение. После перекрытия топом остается сделать еще раз верхнюю прорисовку. И я просто продублирую местами белой гелевой краской тонкие линии, чтобы подчеркнуть объем дизайна. Линии опять же будут трясущиеся, неровные и не повторяют предыдущие линии, которые мы уже прорисовывали. То есть мы как бы искусственно ломаем всю вот эту вот текстуру. Не нужно обводить по кругу. Желательно, чтобы они были такие, знаете, ломаные, рваные, где-то четче, где-то полупрозрачно и такие хаотичные. Теперь я просушу гелевую краску 2 минуты, чтобы она не скалывалась и хорошо носилась, и дизайн будет готов. Вот что в итоге у нас с вами получается. Где-то я использовала больше коричневого, где-то больше молочного. И таким образом получаются совершенно разные дизайны. Покажу вам еще один вариант быстрой текстуры. Я бы сказала, она мега быстрая. Для этого мне понадобится как подложка жидкая база. И тонким-тонким слоем я выкрашиваю жидкую базу. База для растекания, может быть, и подойдет, просто работать нужно будет очень быстро. Я беру обычную базу, она не для растекания.
И возьму синий цвет. У меня это будет El Paso 98. Вот такой. А молочный, все тот же самый, и белый. И теперь буду наносить с одного края сначала синий цвет, с другого также синий цвет. Много материала не беру. И немного вот так его развозюкиваю. Ничего не просушивая, дальше я беру молочный. И уже напротив закрашиваю вот то место, которое у меня остается. И таким же образом здесь. Пока я закрашиваю, у меня все это дело начинает растекаться и перемешиваться между собой. Где-то на кисточку попало синего, ничего страшного в этом нет. Жду, пока растечется. Могу помочь немножко подмешать цвет в цвет. Это абстракция. Как ляжет, так и ляжет. И вот так размешиваю между собой цвета. Где-то много мне показалось синего, я могу вмешать белый. Все так же по непросушенному. И, например, вот сюда еще немного. И когда вас будет устраивать вариант, тот, который вам нужен, да, когда все подрастеклось, можно тут подождать, нужно просушить дизайн в лампе. Пока ничего не просохло, можно добавлять, убавлять, регулировать, так скажем, плотность, насыщенность, да, цвета и разводы. И как только вас все устраивает, ставим в лампу. На этом этапе можно добавить блесток, фольгу, либо какую-то втирку местами. Я продублирую, беру еще раз жидкую базу, перекрываю снова жидкой базой. И теперь я буду наносить в то место, где я наносила голубой цвет, я буду наносить белый. Так же точно, как я это делала. То есть, где голубой, я дублирую белым. А где у меня был белый, я нанесу еще голубой. Наношу уже не по всей типсе, а так местами. И жду, пока у меня это все растечется, потому что подложка у меня была с базы, дизайн должен подтечь. И точно так же что-то где-то начинаю убавлять, а что-то где-то начинаю добавлять. Вводить где-то белый цвет, где-то голубой. Здесь уже полет вашей фантазии. И помогаю, конечно же, кисточкой. Распределяю материал. Таким образом можно нарисовать не только текстуру, да, например, какой-нибудь морюшка. Тоже здесь очень хорошо подходит. То есть он и на лето может быть, и на зиму. Может быть как под фон. Добавить сюда снежинок уже будет красиво. Вот, и таким образом я все это перемешиваю. И когда мне все нравится, я фиксирую в лампе. Просушила второй слой и местами просто кисточкой добавлю втирки. Где-то какие-то места, которые мне, например, хочется подзатемнить чуть-чуть. Я так смело прохожусь стиркой.
Стирка отлично размешивается, если кисточку обмакнуть в обезжириватель или в средство, например, для очистки кистей. Я макаю кисточку и теперь добавляю вот такие плавные полосочки. Там, где хочу, абсолютно хаотично. Девочки, это сухая втирка, еще раз повторюсь. Кстати, вот как теневые моменты, она прекрасно по-сухому может тушеваться. И вы таким образом даете и тень сразу же, и наводите какие-то там прожилки себе, подчеркивая текстуру дизайна. Где-то не понравилось, вообще без проблем можно взять, стереть просто кисточкой и подправить. Зафиксировала втирку, просто подсушила в лампе. Теперь я возьму тонкую кисточку и набираю на нее белую гель-краску. И дальше провожу какие-то неровные линии, имитируя прожилки. Я не буду их делать слишком много, но они должны быть, да, все у нас такие кривенькие. Где-то больше нажали, где-то отпустили, и все это неровно. Теперь, ничего не просушивая, я беру плоскую кисточку. Можно взять любую, я возьму плоскую. И пройдусь теперь по краю аккуратненько. По краю вот этих вот линий белых. И аккуратно просто прохожусь плоской кистью. И таким образом, причем с разных сторон, да, с этой я вела снизу, здесь я поведу сверху, растушевываю в разные стороны края красочки. Сильно не давите, не нажимайте, я веду по самому краю краски, чтобы слегка-слегка ее растушевать. И таким образом прохожусь по всем вот этим вот линиям. Где-то у меня тушевка будет толще, да, линия растушевана, где-то тоньше, что нам и дает замечательный эффект зимней текстуры. Можно не зимний, кстати, так можно море делать. Красиво, быстро и просто. Без объяснений, девочки, 5 минут на дизайн уходит. Конечно, если делаете сразу 5 пальцев, 5 ногтей точнее, то там вообще пока один проложили, второй у вас растекается, да? И таким конвейером можно сделать за 10 минут все 5 пальчиков. Вот я прокладываю линии, и когда мне все это уже нравится, можно, как видите, добавлять, убавлять. Я ничего не просушивала, гель-краска густая, она никуда не течет. Когда меня все устраивает, я просушу дизайн, перекрою топом, и останется верхняя прорисовка. После перекрытия топом мне понадобится также все белое, гель-краска без липкого слоя, тонкая кисть, и я продублирую теперь по самым светлым местам уже очень тонко линии, которые подчеркнут мою текстуру. Линии должны быть, опять же, ломаные, неровные. И достаточно тонкие.
сразу же, да, у нас получается объемчик. Старайтесь прямых линий не делать. Если какая-то линия у вас вдруг не получилась, например, я могу ее просто убрать, пока ничего не просохло. И у нас с вами получается объемная текстура. И где-то вот в пустых местах можно проложить такие рваные полосочки, которые будут имитировать эффект льда, так скажем, да. Можно этого и не делать, можно добавить. Прям я из этих капелек как бы подвытягиваю вот такие вот рисочки. И получается такой эффект. Рисочки эти можно ввести в разные стороны. Только не делайте клетку, да, явную такую, чтобы это смотрелось как-то хаотично, ломано. И чем ломанее они у вас получатся, где-то кисточка, вот видите, можно подразбить, тем интереснее будет эффект льда. Осталось просушить дизайн, и он готов. Итоговый вариант. Вот что у нас с вами получается. Втирка, видите, она там есть, но она дает такое деликатное мерцание и никак не спорит с самим дизайном. Цвета можно, цветовую гамму поменять. Таким же образом можно и использовать и нюдовые цвета. И у вас получится просто совершенно другой дизайн. Для следующего дизайна мне понадобится, опять же, нюдовый какой-нибудь оттенок. Я покрываю им типсу в один тонкий слой и просушиваю. Дальше на липкий слой я наношу любые хлопья юки, любые какие-то, можно блестки наносить, абсолютно любого цвета, который вам понравится. Наношу что-то такое, знаете, блестящее и не сильно торчащее. Как только я их полностью разложила, и мне все нравится, просушиваю дизайн в лампе. Дальше границу с блестками я притемняю коричневым цветом, чтобы ее отделить от блесток. И растушевываю в сторону блесток. Фиксирую дизайн и покрываю топом. У меня есть такие слайдеры снежинки. После того, как я перекрыла топом, креплю снежинки в одну часть на светлое место и во вторую на блестки. Также, если у вас нет слайдеров со снежинками, можно либо их нарисовать, либо перевести стемпинг. Подфиксировала слайдеры в лампе и теперь молочным цветом прохожусь по границе коричневого.
И кисточкой растушевываю молочный цвет. Снежинку при этом будет видно. Только смотрите, чтобы ваш молочный не был слишком белым, чтобы он все не перекрыл нам тут. И с другой стороны также пройдусь молочкой. Тоже захожу на снежинку. И вот эту всю зону сверху также закрашиваю, растягивая молочку. Ну, какими-то неровными, да, очертаниями можно сделать, чтобы был эффект такой зимний появился. После просушки перекрываю дизайн топом. Я использую топ глянцевый, без липкого слоя. А можно покрыть матовым, смотреться тоже будет красиво. Можно так вот разнообразить, например, френч или использовать в композиции. Просушу дизайн и будем делать верхнюю прорисовку. Для верхней прорисовки я буду использовать белую гелевую краску и тонкую кисть. И по самым белым вот таким фрагментам я рисую тонкие линии. Точно так же трясущейся рукой прохожусь по каким-то границам. А здесь обозначу по линии, по самой белой линии, обозначу край, сделаю его еще ярче. На стыке с коричневым получается глубокий такой эффект, как будто снежинки у нас там с вами глубоко, видите, в снегу. Линии тут по вашему пожеланию, девочки, это абстрактный, опять же, дизайн. Расположение, да, линий, расположение снежинок, либо не снежинок, вы можете использовать какие-нибудь новогодние пластины, новогодние слайдеры. Абсолютно с любыми рисунками. Проведу еще пару линий. Много я их делать здесь не буду. И поставлю рядом со снежинкой такие точечки, как будто падает снежок. Кстати, вот эту прорисовку можно пересыпать акриловой пудрой. И будет тоже очень интересный эффект. Сейчас я, кстати, так и сделаю. Давайте посмотрим, что получится на выходе. Пересыпала дизайн, прорисовку, точнее, акриловой пудрой, просушила. И вот такой результат у меня получился. На этом мое очень длинное видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, обязательно всем отвечу. А если вы будете отрабатывать и у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете присылать их в мою группу Telegram. Ссылка на группу в шапке профиля. А я желаю вам творческих успехов и, конечно же, увидимся!